Привет, поклонники Лего и любители скорости! Сегодня я покажу модель электрического внедорожника, который гоняет по экстремальным трассам в отдельных уголках света. Здесь вы узнаете, как эта игрушечная машинка передает характер реального гоночного автомобиля. Посмотрите, как выглядит внедорожник в сравнении с другими моделями. И несмотря на то, что у него нет выдающихся функций, вы узнаете, что эта игрушка очень прочная. Знакомьтесь, 42166. NIO McLaren Extreme E – гоночный электрический автомобиль для бездорожья. На коробке представлена информация об основных характеристиках прототипа, логотипы лицензионных партнеров, фото колеса в натуральную величину и информация о том, что модель имеет функцию pullback. В набор входит 252 детали, 4 пакета и мотор обратного хода pullback, огромный лист с наклейками, понятная инструкция с картинками, из которой мы узнаем, что у этой модели есть прототип – настоящий гоночный электрический внедорожник. Так как на пакетах нет номеров, то инструкция Lego рекомендует распаковать сразу все детали. В маленьких пакетах присутствуют большие коннекторы и декоративные панели. Как оказалось, в этом наборе очень много оранжевых и черных панелей. И я этому очень рад. Начинаю строить раму задней части автомобиля. В очередной раз радуюсь четким и понятным инструкциям Lego. Все говорит о том, что на эту ось будет закреплен мотор pullback. А вот назначение этой секретной детали пока непонятно. В любом случае берегите эту оранжевую деталь из цветочного набора. Она очень редкая, если потеряете, то купить будет сложно. В очередной раз я убедился в том, что если в наборе есть мотор обратного хода, то будьте уверены, что строительство модели начнется именно с него. Это второй мотор pullback, который мне встречается в наборах 2024 года. Для реализации творческих проектов в своем арсенале деталей очень классно иметь минимум 2 таких мотора. В данном наборе представлен один из вариантов крепления мотора pullback на раме автомобиля. Предлагаю запомнить систему установки мотора. Это знание поможет строить самоделки в будущем. Замкнутый контур рамки позволяет раме автомобиля хорошо работать на кручение. Но все запомнить невозможно, поэтому самое простое – это подписаться на мой канал и просматривать видео. Здесь вы всегда найдете все самое необходимое для вашего творчества. Этот элемент требует доработки, так как конструкция не выдерживает нагрузки. Но гениальное решение дизайнера Lego решила все проблемы. Гладкий стержень лаймового цвета обеспечивает прочность конструкции. Проведем эксперимент и посмотрим, как выдерживает нагрузки шарнирный узел со стержнем и без него. Очевидно, что со стержнем конструкция работает так, как нужно, а без него узел не выдерживает нагрузки на изгиб. Поэтому вставляем стержень на место, и оба элемента обеспечивают необходимую прочность. Они хорошо работают на изгиб, и при этом есть возможность вращаться. Собранную хитрым способом сборку из декоративных панелей устанавливаю на раму автомобиля. Очень важно следовать инструкции и быть внимательным. Благодаря этому детали станут на свои места и образуют прочную пространственную конструкцию. Эти уголки впервые вышли в оранжевом цвете именно в этом наборе. Вся сборка моделей идет единым фронтом, начиная с задней части. Мы видим, что задняя часть полностью готова, а на передней части вообще нет деталей. Модель включает много интересных способов сборки. Вот один из них, который показывает, для чего нужна та самая редкая цветочная деталь оранжевого цвета. Она является упором для красного шарообразного пина. Черная балка надежно закрепляет панель на раме автомобиля. Такое взаимное расположение шарового пина и оранжевого цветка является правильным, согласно инструкции. Проверяю правильность сборки передней оси и устанавливаю ее на кронштейны. А вот еще несколько интересных соединений с этими зелеными стержнями. Не так часто можно увидеть такие приемы сборки в официальных наборах Lego. Так что запоминайте, этот опыт пригодится в будущем для сборки самоделок. Вот еще несколько деталей, и капот автомобиля готов.
Он упирается в красный шарообразный пин. Из черных уголков делаю крылья передних колес. Они являются дополнительной опорой для капота. Бампер изготовлен из соединительных коннекторов. Мягкие оси использую для передних стоек, они замыкают часть модели в единый жесткий контур. Диски передних и задних колес одинаковые. Шины полнотелые внутри и узкие по ширине имеют размер 43,2 на 14. Они достаточно жесткие и по размеру совпадают с шинами передних колес от Buggy 42164. Отличаются только рисунком протектора. Устанавливаю колеса, и вот наш внедорожник готов. Результатом сборки является такое вот сокровище в фирменных цветах известного футбольного клуба. Без наклеек автомобиль смотрится непривлекательно. Но на моем канале есть возможность сравнить, как выглядит внедорожник без наклеек и с наклейками. С наклейками модель смотрится намного красивее. Но вы так же, как и я, можете собрать модель без наклеек, а потом в случае необходимости их приклеить. Либо сделать это сразу, в процессе сборки согласно инструкции. Модель имеет единственную функцию мотор обратного хода pullback. Ходовые качества отличные. Благодаря мотору pullback машинка катается с большой скоростью и очень устойчиво. В этой модели нет системы рулевого управления, подвеска без амортизаторов. Но в будущем вместе с вами мы сделаем и рулевое управление, и подвеску передних и задних колес. Днище кабины позволяет тормозить ногами. При этом чувачка усадить можно. Кузов автомобиля очень жесткий, хорошо работает на кручение и изгиб. В процессе игры эта модель не развалится. Есть фары и шикарный бампер. Он состоит из коннекторов. Хочу сказать, что обшивка на этом внедорожнике весьма впечатляет, несмотря на его небольшой размер. Весь автомобиль напичкан интересными технологиями соединения декоративных панелей. А этот прием достоин для подражания в самоделках. Настоящий образец для соединения декоративных панелей под углом 90 градусов. Особого внимания заслуживает отличная идея для крыла переднего колеса. В сравнении с другими моделями Макларен выглядит достойно. Обратите внимание на Buggy 42164 и на самосвал 42147. Также в 2024 году вышел набор 42165, очень прочный Mercedes с мотором pullback. Обзоры на эти крутые модели есть на моем канале. Смотрите плейлист «Гоночные автомобили». У внедорожника есть потенциал для быстрой модернизации. Я установил на него дополнительные фары и стоп-сигналы. Также интересно поменять колеса. По размеру лучше всего подходят колеса, которые стоят на задней оси Buggy. Модернизация официальных наборов Lego – это первый шаг на пути к конструированию собственных самоделок. А чтобы не пропустить новые обзоры, прошу вас подписаться на мой канал и включить уведомления, написать любой комментарий и поставить лайк. Спасибо за просмотры, увидимся в следующих видео.